Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Скоро начинается лето, и, конечно, каждая вязальщица, тот, кто увлекается вязанием крючком, хочет найти какой-то интересный узор для вязания красивой кофточки, летней или летнего платья. И вот я вам представляю вот такую красивую кокетку, связанную рельефным узором из листиков и вот таких веточек с ягодками. Я давно искала какой-то красивый узор для кокетки, и вот я нашла схему из китайского журнала, но я ее немножко изменила, чтобы узор был более объемным, таким выразительным. Я вместо обычных столбиков с накидом вязала рельефные столбики и также немножко изменила вязание вот этих шишечек, чтобы они были такие круглые, как ягодки. В этом видеоуроке я хочу подробно рассказать, как я вязала данную кокетку. Буду выполнять один раппорт узора и показывать каждый ряд с 1 по 18 ряд. Вы можете скачать схему этой кокетки по ссылке внизу видео или в подсказке и начать вязать вместе со мной. В начале раппорт узора составляет 12 петелек, 12 воздушных петель. Для вязания кокетки необходимо набрать 144 петли для 12 раппортов узора. Затем цепочку замкнуть в кольцо и продолжить вязать круговые ряды. Хочу обратить ваше внимание, что на схеме показано вязание прямыми и обратными рядами. Я буду выполнять только круговые ряды для того, чтобы рельефный узор был такой равномерный и хорошо смотрелся. Так, еще хочу обратить ваше внимание на пряжу. Данную кокетку я вязала из пряжи Янард Бегония. Здесь в 50 граммах 169 метров. Это 100% мерсеризированный хлопок. Пряжа очень красивый блеск имеет, тонкая. Хорошо подходит для вязания летних кофточек. Единственное, что меня смущает, кокетка получилась в ширину 13,5 сантиметров, так примерно. Мне необходимо, хочется, чтобы узор был крупнее, кокетка была немножко пошире, так как, чтобы дальше вязать кофточку, мне еще необходимо расширить ее. Если использовать пряжу более толстую, то я думаю, как раз немножко увеличится размер данной кокетки. Еще хочу заметить, что росток для данной кофточки будет вывязываться после выполнения кокетки, то есть как азиатский росток. И это я буду рассказывать уже во второй части вязания кофточки. Итак, второй вариант кокетки. И, соответственно, буду показывать данный вариант. Я буду использовать пряжу Gazal Baby Cotton. Здесь в 50 граммах 105 метров. И это тоже, по-моему, хлопок и акрил 50%. Вот такого молочного цвета пряжа. И крючок номер 3. Итак, набираю цепочку воздушных петель, 144 петельки для начала вязания, и начинаю показывать, как выполнять узор по ряду. Начальную цепочку петель я замкнула в кольцо соединительным столбиком, и для вязания первого ряда набрала 3 воздушные петли. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что здесь по схеме ряды вяжутся в прямом и обратном направлении. Я буду вязать всю кокетку круговыми рядами, и поэтому начало ряда у меня будет немножко отличаться. Итак, я набираю 3 воздушные петли, затем 2 воздушные петли и вяжу столбик из той же точки. Затем 3 воздушные петли и следующие 2 столбика, отступив 5 петелек по цепочке. Итак, у меня здесь набрано 3, 4, 5 петелек и первый столбик из той же точки.
затем 3 воздушные петли, отступаю 5 петелек, 3, 4, 5, и из шестой петельки вывязываю столбик, 2 воздушные петли и из той же петли еще один столбик. Далее идет повтор. 3 воздушные петли, отступаем 1, 2, 3, 4, 5 и из шестой петли столбик, 2 воздушные петли и столбик. И так выполняем до конца ряда. Я перехожу к вязанию второго ряда кокетки. По схеме я буду начинать с 3 воздушных петель, в точности как здесь нарисовано. Затем шишечка, 5 воздушных петель, столбик, 5 воздушных петель. И затем 2 столбика из одной арочки с шишечками на вершине. Итак, показываю. Завершаю ряд соединительным столбиком, первый ряд, в 3 воздушную петлю подъема. И чтобы перейти к месту начала второго ряда, сделаю 2 соединительных столбика по арочке. И затем набираю 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика и 3 воздушные петли для шишечки. Делаю накид, ввожу крючок в 3 петлю, захватываю нить и вытягиваю ее до высоты воздушных петелек. Еще раз накид и вытягиваю 2 петельку. Затем провязываю все петельки с крючка и закрепляю вершину шишечки. Еще 2 воздушные петли и соединительный столбик из основания шишечки. Так, далее 5 воздушных петелек и столбик из следующей арочки. Шишечки мы вяжем через одну арочку, 5 воздушных петелек и далее столбик из арочки, столбик с одним накидом, на вершине столбика выполняем шишечку. Для этого 3 воздушные петли, накид, вводим крючок в петлю с вершины столбика и вот в следующую перемычку и вытягиваем петлю до 3 воздушной петли до высоты. И еще одну петлю вытягиваем через накид. Затем вершину шишечки оформляем, 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании шишечки. 2 воздушные петли и повторяем то же самое, столбик с шишечкой на вершине, столбик, 3 воздушные петли, накид, крючок вводим вершину столбика, вытягиваем петлю, накид, вытягиваем 2 петлю. Если вам кажется, что шишечки плоские, то можете делать, вытягивать по 3 петли, по 4, по 5, как вам нравится. 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании шишечки. Итак, продолжаем вязание до конца ряда. Я закончила вязать второй ряд, и теперь, чтобы завершить его в круговой ряд, я делаю столбик с одним накидом из основания первой шишечки. И для перехода к началу вязания третьего ряда делаю соединительный столбик по связанному столбику и 3 воздушные петли подъема вместо вязания первого столбика. Далее я выполняю по схеме. Так, идет третий ряд. Здесь, как обычно, на вершине шишечка, 5 воздушных петель. Из вершины столбика предыдущего ряда
3 столбика с накидом, 5 воздушных петель и, как обычно, столбик с шишечкой, 2 воздушные петли, столбик с шишечкой. Итак, выполняем шишечку, еще 3 воздушные петли, в третью петлю ввожу крючок, вытягиваю петлю, еще раз вытягиваю петлю, вершина шишечки и 2 воздушные петли, и затем закрепляю шишечку в ее основании соединительным столбиком. 5 воздушных петель, и из вершины вот этого одиночного столбика вяжем 3 столбика с одним накидом. Со следующего ряда будем вязать рельефные столбики для вывязывания рельефных листиков. Пять воздушных петелек, и вновь из арочки между шишечками вяжем столбик, на его вершине шишечка, 3 воздушные петли, из вершины столбика вытягиваем одну петлю через накид, вторую петлю, провязываем все петли, вершина шишечки, 2 воздушные петли и соединительный столбик из той же точки в основании шишечки. 2 воздушные петли, столбик из арочки предыдущего ряда и вторая шишечка. Те же самые действия. Вершина шишечки, 2 воздушные петли и соединительный столбик. Повторяем вязание раппорта до конца ряда. Я заканчиваю вязание третьего ряда. Как обычно, делаю столбик в третью воздушную петельку подъема, столбик с накидом. И для перехода к началу вязания следующего ряда по этому столбику делаю один соединительный столбик. Далее 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика и продолжаю вязание уже по схеме. Итак, начинается 4-й ряд. 1, 2, 3, 4. Здесь завершается вязание веточки с шишечками. И начинаем вязать уже рельефные столбики для формирования такого выпуклого листика. Итак, в начале вместо первого столбика 3 воздушные петли, далее 3 петли для шишечки на вершине, вводим крючок в третью петлю, вытягиваем нить, еще раз вытягиваем и формируем вершину шишечки, 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании шишечки. Далее 4 воздушные петли по схеме и начинаем вывязывать основание рельефного листика. Для этого на ножке столбика, на ножке первого столбика вяжем 3 столбика, 3 рельефных столбика с одним накидом. Первый, также заводим крючок за ножку столбика, второй рельефный столбик и третий. Далее 1 воздушная петля, на центральном столбике вяжем 1 рельефный столбик, 1 воздушная петля и на ножке третьего столбика также вяжем 3 рельефных столбика с одним накидом. Второй и третий.
Далее 4 воздушные петли и вяжем вершину веточки, 2 столбика. Сначала один столбик с шишечкой на вершине, вводим крючок в вершину столбика, вытягиваем петлю, также вытягиваем вторую петлю, закрываем вершину шишечки, 2 воздушные петли и соединительный столбик основания шишечки. Далее 2 воздушные петли и также второй столбик с шишечкой на вершине. На этом раппорт узора будет закончен, и далее идет повторение. Так, вывязываем между веточками, шишечками рельефные листики. Это начало листика, и закрываем узор в круговой ряд. Начинаю вязать 5-й ряд кокетки. В этом ряду уже закончили вязание вот этих шишечек. Здесь просто между столбиками предыдущего ряда вяжется столбик с накидом, 4 воздушные петли, расширяем листик, 3 рельефных столбика, затем 2 рельефных столбика, воздушная петля, рельефный столбик и также симметрично вторая сторона листика. В начале ряда вместо первого столбика делаю 3 воздушные петли, далее по схеме 4 воздушные петли и вяжем рельефный листик. На ножке первого столбика необходимо связать 3 рельефных столбика. 1, 2. Так выполняется прибавление столбиков. И 3. Далее на следующих 2 столбиков вяжем еще 2 рельефных столбика с накидом. Здесь уже на каждой ножке по одному рельефному столбику. Воздушная петля, центральный рельефный столбик с накидом. И теперь симметрично узор листика. На 2 ножках столбиков по рельефному столбику. 1. На втором столбике. И на крайнем вяжем 3 рельефных столбика. 1. За ту же ножку крючок вводим. 2. И 3. Далее 4 воздушные петли. 4. И столбик с накидом в арочку между столбиками предыдущего ряда. И так повторяем каждый раппорт кокетки. 6-й ряд кокетки. По схеме здесь вместо первого столбика 3 воздушные петли, столбик с накидом из той же точки, 5 воздушных петель. Здесь уже начинаем делать убавление листика. 3 рельефных столбика с одной вершины, 2 рельефных столбика, воздушная петля, столбик, затем симметрично повторяем вязание листика. И из столбика предыдущего ряда через 5 воздушных петель 3 столбика с одним накидом. Итак, показываю. Вместо первого столбика набираю 3 воздушные петли. И с той же точки выполняю столбик с накидом, 5 воздушных петель, 5 петелек. И начинаю делать убавление листика. 3 рельефных столбика провязываю с одной вершины. Для этого на ножке столбика первого провязываю накид и не заканчиваю вершину. На ножке второго столбика второй накид и делаю накид
третий столбик и общую вершину 3 столбиков провязываю. Далее 2 рельефных столбика обычные на ножках 2 столбиков. Центральная часть листика воздушная петля, центральный рельефный столбик с накидом, воздушная петля и симметрично повторяю вязание листика. 2 рельефных столбика, и далее 3 рельефных столбика с одной вершиной. На ножке 3 столбиков провязываю только накиды и третий, так, еще раз, и затем все петли с крючка формируя единую вершину 3 рельефных столбиков, 5 воздушных петель, и здесь уже из вершины столбика предыдущего ряда вяжу 3 столбика с одним накидом. Далее повторяю этот раппорт при вязании кокетки. Начинается 7-й ряд кокетки. В этом ряду начинаем вывязывать 2-й ряд листиков. На столбиках вывязываем по 3 рельефных столбиков, 5 воздушных петель, и здесь завершаем вязание 1-го ряда листиков. Итак, в начале 3 воздушные петли плюс 1 воздушная петля по ряду, и на столбике предыдущего ряда вывязывается 3 рельефных столбика. Далее 5 воздушных петель и сужаем 1-й ряд листиков. Для этого за вершину 3 столбиков, связанных вместе, вводим крючок, провязываем накид. Так, еще раз. Не завершая до конца вязания столбика, вводим крючок за ножку 2-го столбика, провязываем накид. Далее за ножку делаю накид за ножку 3-го столбика, крючок ввожу, провязываю накид, и теперь 3 столбика с одной вершиной завершаю вязание. Далее идет 1 воздушная петля, центральный рельефный столбик, 1 воздушная петля и вновь 3 рельефных столбика с одной вершиной. Второй столбик, провязываю накид и ввожу крючок за вершину 3 столбиков, связанных вместе, провязываю накид и затем все петли с крючка. 5 воздушных петель. И начинаю вязание 2-го ряда листиков. Для этого на ножке 1-го столбика вяжу 3 рельефных столбика. Третий. 1 воздушная петля.
центральный рельефный столбик 1, 1 воздушная петля, и на ножке третьего столбика 3 рельефных столбика. Итак, повторяем раппорт 7-го ряда до конца этого ряда. Начинаю вязать 8-й ряд кокетки по схеме. Здесь уже расширяются листики 2-го порядка. 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли, 4 рельефных столбика на последнем столбике, делаем прибавление, 5 воздушных петель, оформляем вершину листиков 1-го порядка, 5 воздушных петель, и далее идет как повторение. 3 воздушные петли в начале вместо 1-го столбика плюс 2 воздушные петли. Далее 1-й листик, 2 рельефных столбика, и на ножке 3-го столбика вяжется 2 рельефных столбика, то есть делается прибавление на последнем столбике. Затем 5 воздушных петель, оформляем вершину листика. Для этого вводим крючок за вершину 3 столбиков, связанных вместе, провязываем накид. Затем за ножку центрального столбика провязываем накид, и вновь за вершину 3 столбиков, связанных вместе, провязываем накид, и потом вершину 3 столбиков вместе оформляем. 5 воздушных петель и 2-й ряд листиков. На ножке 1-го столбика делаем прибавление, 2 рельефных столбика провязывается, и далее на 2 столбиков еще на ножках 2 столбика рельефных. Раз, и на следующем 2 воздушные петли и центральный столбик. И так далее идет повтор. Уже завершен 1-й листик. Также по кругу завершаем все вершины листиков и расширяем листик 2-го ряда, 2-го порядка, или как понятнее сказать. 9-й ряд кокетки. Здесь продолжается вязание листиков 2-го порядка, начинаются листики 3-го порядка, и на вершине предыдущего 1-го порядка листиков вяжется просто столбик с одним накидом. Здесь 2 воздушные петельки, здесь 5 воздушных петелек. Итак, в начале ряда 3 воздушные петли и столбик с накидом из той же точки. Затем 2 воздушные петли, и здесь уже вяжем листик без прибавлений, просто 4 рельефных столбика. На ножке столбика предыдущего ряда, на каждой ножке вяжем 1 рельефный столбик. Третий и 4. Далее 5 воздушных петель и обычный столбик с накидом из вершины листика 1-го порядка. 5 воздушных петель, и здесь вывязываем. Дальше вяжем листик 2-го порядка, 4 рельефных столбика.
2, 3 и 4. Далее 2 воздушные петли и 3 рельефных столбика на ножке центрального столбика. И далее идет повтор раппорта. Начинаю вязать 10-й ряд кокетки и продолжаю узор по схеме. В 10 ряду начинается расширение листиков 3-го порядка, завершается вязание листиков 2-го порядка и начинается вязать как 2-го порядка веточки, вот эти вот с шишечками, столбики с шишечками. Итак, все по порядку. 3 воздушные петли, 1 петля по ряду. На первом столбике 3 рельефных столбика, 3 воздушные петли, 4 рельефных столбика с одной вершины, 4 воздушные петли, здесь было 3, здесь 4. И, как обычно, столбик, шишечка, 2 воздушные петли, столбик, шишечка. Итак, 3 воздушные петли в начале ряда я уже набрала, плюс 1 воздушная петля по ряду, и начинаем основу для листика 3-го порядка, 3 рельефных столбика на ножке 1-го столбика. 2-й и 3-й рельефный столбик. Далее 3 воздушные петли и завершаю листик 2-го порядка, 4 рельефных столбика с одной вершиной. На ножке каждого столбика провязываю накид, 2-й, 3-й, 4-й и делаю общую вершину. Провязываю все петли с крючка и 1 воздушная петля. Еще 3 воздушные петли и начинаю вязать веточку с ягодками. Из вершины столбика столбик с накидом, шишечка, 3 воздушные петли, крючок в основании столбика, вытягиваю петлю, накид, 2-ю петлю вытягиваю, провязываю петли, закрепляю вершину, 2 воздушные петли и соединительный столбик, основание шишечки. Затем 2 воздушные петли и вяжу из вершины с той же точки 2-й столбик с шишечкой на его вершине. Те же самые действия при вязании шишечек. Соединительный столбик в основании. И теперь идет вязание раппорта симметрично. 4 воздушные петли. Далее вершина листика 2-го порядка, 4 рельефных столбика с одной вершиной. Провязываю все петельки с крючка и выполняю 3 воздушные петли. Далее начинаю листик 3-го порядка и с 1-го столбика вывязываю на ножке 3 рельефных столбика. 2-й и 3-й.
1 воздушная петля, центральный рельефный столбик. И далее идет уже начало второго раппорта, воздушная петля и симметрично листик третьего порядка на ножке 3 рельефных столбика. Так, третий. Начну заново. Первый раппорт связан, значит второй раппорт узора. Дальше завершаю вершину листика второго порядка. Начинаю вязать веточку с шишечками и так далее. Повторяю узор на каждом раппорте. Сейчас начинаю вязать 11 ряд кокетки. Пока у меня рельефный узор не отглажен, не сформирован, поэтому он смотрится неопрятно. После того, как работа будет выполнена, я сделаю отпаривание, отглаживание, и все листики и шишечки лягут как надо. Так, 11 ряд, 10, 11 ряд. В этом ряду ввязывается второй ряд шишечек на вершинах столбиков. И продолжаем расширять листик третьего порядка. Здесь уже на первом столбике вяжем 3 рельефных столбика, затем 2 рельефных столбика на ножках. В центре в начале 3 воздушные петли, здесь столбик с накидом. И между листиком и столбиком с шишечкой должно быть 3-6 воздушных петелек. Между ними, как обычно, 2. Итак, начинаю. После соединительного столбика делаю 3 воздушные петли подъема и 1 петельку по ряду. Затем листик третьего порядка начинаю расширять. На первых 2 столбиках вяжу по 1 рельефному столбику. На третьем столбике вяжу на ножке 3 рельефных столбика. То есть прибавление идет на крайнем столбике. 2. И третий столбик. Затем листик второго порядка у нас уже закончен. Над ним вяжем 6 воздушных петелек. 5, 6. И начинается второй ряд столбиков шишечки с шишечками на вершине. Столбик вяжем из арочки между столбиками предыдущего ряда. И на вершине шишечку 3 воздушные петли. Крючок с вершину столбика. Вытягиваем 2 петли через накид. Закрываем вершину шишечки, 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании. 2 воздушные петли и второй столбик из арочки с шишечкой на вершине. То есть здесь процесс вязания не меняется. Так, и соединительный столбик в основании. Затем 6 воздушных петелек. Здесь уже от центра раппорта вязание идет симметрично. На первом столбике листика третьего порядка вяжем 3 рельефных столбика. Третий.
И затем на 2 столбиках 2 рельефных столбика. Одна воздушная петля и центральный столбик листика 1 рельефный столбик. Дальше идет повторение раппорта от центра листика, так же как от начала вязания. Начинаю вязать 12 ряд. Здесь начинается также с 3 воздушных петель, 1 воздушная петля, расширяется листик, 4 рельефных столбика обычный и на последнем столбике прибавление на одной ножке 3 рельефных столбика. Затем вяжется 3-й ряд вот этой столбиков с шишечками, до них 5 воздушных петель и в общем далее вязание идет как обычно. Итак, я сделала 3 воздушные петли, 1 петля по ряду, затем для листика 4 рельефных столбика на ножки столбиков предыдущего ряда, третий, 4-й. И на последнем столбике вяжется 3 рельефных столбика, то есть прибавление идет на крайних столбиков для расширения листика. Так, 2-й столбик и 3-й. Затем 5 воздушных петель и вяжем 2 столбика с шишечками на вершинах из арочки предыдущего ряда, столбик, 3 воздушные петли, из вершины вытягиваем через накид 2 длинные петли, провязываем вершину, 2 воздушные петли и соединительный столбик, основание шишечки, 2 воздушные петли и 2-й столбик с шишечкой. Те же самые действия. Пять воздушных петель и вяжем листик. В начале на крайнем столбике делается 3 рельефных столбика. Два, 3-й столбик. И затем 4 рельефных столбика по одному на каждом столбике предыдущего ряда. И 4-й. Затем 1 воздушная петля и центральный столбик рельефный. И на этом раппорт 1 закончен. Далее идет повтор. Перехожу к вязанию 13 ряда кокетки. В этом ряду уже начинают сужаться 3-й порядок листиков. И уже закончен 2-й порядок вот этих веточек с ягодками или столбиков с шишечками. И закладывается основа для вязания 3-го порядка веточек с шишечками. Итак, по схеме 13 ряд у нас идет 3 воздушные петли в начале. Так, это вот здесь 3 воздушные петли, 1 петля,
4 столбика, затем 3 столбика вместе с одной вершиной, 4 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли, столбик, 4 воздушные петли, и также симметрично сужается листик. Так, 3 воздушные петли я набрала в начале, и еще одна, и теперь вяжу листик, 4 рельефных столбика, 2, 3 и 4. Далее с краю, вот у меня остается 3 рельефных столбика, я вяжу новые 3 рельефных столбика с одной вершины. Для этого провязываю только накиды 3 раза. Третье основание столбика. И затем провязываю все петли крючка. С крючка делая общую вершину. Затем 4 воздушные петли. Столбик с накидом просто из первой арочки. 3 воздушные петли. Столбик между столбиками с шишечкой. Столбик с накидом. 3 воздушные петли. Столбик из второй широкой арочки. 4 воздушные петли. И теперь вязание следующего листика. В начале с краю провязываем 3 рельефных столбика с одной вершины. Для этого вводим крючок за ножку первого столбика, провязываем накид. За ножку второго столбика провязываем только накид, не закрывая вершину, и за ножку третьего столбика. И теперь все петли с крючка провязываем. И так формируется общая вершина. Далее листик, 4 рельефных столбика. 2, 3, 4 и воздушная петля, центральный столбик, как обычно. На этом раппорт закончен. Первый раппорт. И далее идет повтор. Далее идет 14 ряд кокетки. Продолжаем сужать листик и вяжем основу для вязания третьего порядка веточек с шишечками. Итак, 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля по ряду, далее 2 рельефных столбика, и с краю сужаем листик, выполняя 3 рельефных столбика с одной вершиной. Провязываем на ножке первого столбика накид, на ножке второго столбика накид, и из вершины 3 столбиков вместе, которые были связаны в предыдущем ряду, также провязываем накид и затем все петли с крючка. После 4 воздушные петли подъема и из столбика предыдущего ряда вяжем столбик, на вершине шишечка, шишечку вяжем как обычно, 3 воздушные петли, вытягиваем 2 петли через накид, закрепляем вершину, 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании шишечки, 2 воздушные петли, и из
той же точке второй столбик с шишечкой на вершине. Закрепляем шишечку в основании соединительным столбиком. Далее вяжем 7 воздушных петелек. И теперь пропускаем столбик, который был связан между шишечками предыдущего ряда. И на следующем столбике вяжем столбик с шишечкой на вершине. Здесь вторая веточка будет с шишечками проходить. Из вершины вытягиваем 2 петли через накид. Так. Провязываем вершину шишечки, 2 воздушные петли и закрепляем шишечку в основании. 2 воздушные петли и из той же точки второй столбик шишечка на вершине. Затем вяжем 4 воздушные петли и второй листик. Вначале вяжем 3 столбика с общей вершины, 3 рельефных столбика. Для этого заводим крючок за вершину 3 столбиков, связанных вместе в предыдущем ряду, провязываем накид, затем за ножку следующего столбика и за ножку третьего столбика. Затем формируем общую вершину. Далее по листику 2 рельефных столбика. Воздушная петля и центральный также рельефный столбик. Первый раппорт выполнен. Далее идет повтор. Идет 15 ряд кокетки. В этом ряду провязывается центральная часть вот этих веточек с шишечками и завершается вязание листиков. Здесь уже мы вяжем на вершине по 3 столбика вместе с одной вершины, 6 воздушных петелек, как обычно 2 столбика с шишечками на вершине, по центру 7 воздушных петелек и также симметрично повторяется узор. Итак, вначале, как обычно, 3 воздушные петли и 1 петля по ряду. Далее из 3 столбиков сначала на ножках выполняем накиды на 2 столбиках и здесь на вершине 3 столбиков вместе. Затем провязываем все петли разом. 6 воздушных петелек и выполняем столбики с шишечками на вершине. Из арочки столбик с накидом, 3 воздушные петли, вводим в вершину столбика крючок, вытягиваем петлю, через накид вытягиваем вторую петлю и закрепляем вершину. Еще 2 воздушные петли и соединительный столбик из той же точки основания шишечки. 2 воздушные петли и точно такой же столбик с шишечкой на вершине. Так, раз.
2, 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании. Далее 7 воздушных петелек. Это между веточками у нас такая большая арочка. И теперь между столбиками предыдущего ряда также столбик с шишечкой. Вторая вытянутая петля. Затем закрепляю шишечку в основании, 2 воздушные петли и второй столбик с шишечкой на вершине. Так, 6 воздушных петель. И заканчиваю раппорт. Здесь завершаю листик. Сначала из вершины 3 столбиков, связанных вместе, провязываю накид. И далее на ножке 2 столбиков провязываю накид и затем все петли с крючка, формируя общую вершину. Затем 1 воздушная петля и центральный рельефный столбик. Далее идет повтор раппорта. Также мы провязываем 3 столбика с одной вершиной, 2 веточки с шишечками через арочки и так далее. Вяжем узор по кругу. Начинаю вязать 16 ряд кокетки по схеме. В этом ряду заканчивается вязание рельефного рисунка кокетки, и дальше идет фоновый узор. Итак, здесь на вершине каждого вот этого крупного листика необходимо связать 3 столбика с одной вершины, поэтому вначале я делаю 2 воздушные петли и вяжу из предыдущих 3 столбиков с одной вершины, заводя за них 1 рельефный столбик. Далее набираю 6 воздушных петель для арочки, 4, 5, 6, и вяжу 3 ряд уже столбиков с шишечками на вершине, который завершает эту веточку шишечками. Так, 2 воздушные петли из этой же арочки, 2 столбик с шишечкой на вершине. Закрепляю 2 шишечку в той же точке в основании. Далее набираю 7 воздушных петель и вторая веточка, 2 столбика с шишечками на вершине.
2 воздушные петли между столбиками. Закрепляю шишечку и арочка из 7 воздушных петель. Так, далее вяжу 3 рельефных столбика, заводя крючок за вершину 3 столбиков, связанных вместе в предыдущем ряду, за центральный столбик и за следующую группу столбиков, и провязываю все петельки вместе. Далее 7 воздушных петелек и вяжу следующую веточку из 2 столбиков с 2 шишечками на вершине. Далее вяжутся арочки 7 воздушных петелек, вторая веточка, 7 воздушных петелек и заканчивается листик. Так повторяется вязание каждого раппорта. Итак, дорогие друзья, основная часть кокетки связана, рельефный узор выполнен. Показываю готовый результат, но это еще не завершение вязания кокетки полностью, так как здесь на данном этапе необходимо сопоставить размеры кокетки с вашими размерами и определить, можно ли дальше переходить на вязание основной части рукавов, или необходимо еще расширить кокетку для того, чтобы она была вам по размеру. Но в этом видео я рассказываю только о вязании рельефного узора, показываю результаты. Во второй части буду рассказывать о том, как продолжить вязать кофточку дальше. Итак, я вязала кокетку из 2 видов пряжи. Вот этот вариант из более толстой пряжи. Сейчас я кокетку постирала. Растянула ее на подушке, чтобы узор расправился, шишечки легли как надо, ровно. И из более тонкой пряжи кокетка также постирана. Здесь узор более изящный получился, ажурный. Я думаю, первый вариант подойдет больше для летней кофточки, летнего топа без рукавов, а второй вариант для вязания летнего пуловера с рукавами, таким более плотным узором. Мне понравился и первый, и второй вариант. И я свяжу легкую кофточку без рукавов и кофточку с рукавами. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч!